В загрузочном экране Ragnarok зажимаем кнопку Quick Save. Делаем Save Glitch. На 100 FPS нажимаем на кнопку, чтобы Макс не тупил. Вот здесь вот эта дверь, которая открывается снизу вверх, Макс может ее подблочить своим телом, поэтому не зажимаем кнопку вперед. Просто вот подходим к ней и останавливаемся. Делаем Quick Save. Сначала покажу вариант прохождения для новичков. Здесь, в принципе, лучше, конечно, не с инграмов их убивать, а, например, с дробовика, потому что вы в катсцене все равно неуязвимы. Если у вас все плохо с менеджментом хилок и патронов на инграм, то вот они здесь находятся. Дальше, в принципе, все довольно просто. Мы прыгаем вот на этот шкаф и дальше вот сюда. Ну, давайте покажу все-таки быстрый вариант. Так. Мы не забегаем, естественно, за патронами, мы сразу же, вот мы вошли вот в эту дверь и сразу прыгаем вот на этот шкаф, сейвимся на шкафу, и дальше следующий суперджамп наверх, крайне желательно успеть до того, как будет фейдаут экрана. Давайте попробуем это сделать. Вот у меня не получилось, и смотрите, у меня закончилась стартовая катсцена, и мне игра записала автосейв. Автосейв обладает более поздней датой как бы создания файла, чем вот этот QuickSave, который я сделал. Поэтому если я сейчас нажму на F9 в игре, то у меня загрузится автосейв, который, собственно, сломан. Поэтому мне придется грузиться вот на этот сейв из меню. Для того, чтобы вот этих лишних телодвижений не делать, если вы видите, что у вас суперджамп второй не получился, и видите уже, что подходит фейдаут экрана, и сейчас будет окончание катсцены, нажимаете просто автосейв, ну как бы превентивно. Так, хорошо. Мы поднялись сюда, и следующий суперджамп, он, наверное, один из самых сложных в игре. Он примечателен еще тем, что его желательно делать на 30 FPS, а не на 20, потому что на 20 у Макса будет, как сказать, короче, он будет тереться головой об потолок, и ему не хватит высоты. Вот этих врагов, которые внизу остались, мы игнорируем, и нужно засетапить сам прыжок. Вот смотрите, нам нужно попасть вот головой в эту вот дверь. Это на самом деле дверь, люк-ловушка, который, по идее, должен открываться с обратной стороны. Собственно, сетап следующий. Мы должны встать на левый край вот этой вот выступающей балки и сделать суперджамп на 30 FPS. Вот, примерно так. Вот, на 30 FPS мы сделали этот прыжок. Это один из самых сложных суперджампов, наверное, в игре. Мы приземлились вот на это место. Здесь желательно не ходить вот сюда, потому что здесь где-то триггеры, да, вот, которые активируют искусственный интеллект врагов. То есть вот мы приземлились на краешек, с этого краешка не сходим. Казуальный маршрут, мы просто поднимаемся по лестнице, но это очень долго, здесь лестница крутая, поэтому желательно здесь тоже сделать суперджамп. Вот, куда-то вот сюда. И еще один суперджамп вот сюда. Вот. Идем вот сюда. Здесь можно сделать суперджамп вот сюда. Перепрыгнуть обычным прыжком. И как бы немножко вот с этого края мы делаем кувырок спиной. Для того, чтобы не получить урона от падения. Но это сейвит не очень много. И в принципе, если вы не претендуете прям на мировой рекорд, то этого можно не делать. Просто идти вот сюда. Дальше, вот здесь, с этого места мы делаем прыжок с дожиманием стрейфа в воздухе. То есть вот вперед, и в воздухе я дожимаю стрейф. Тем самым я перепрыгиваю вот этот уголок стены. Важно не заходить вот на эту возвышенность. С нее, конечно, проще прыгнуть. Хотя тут и так, в принципе, прыжок простой. Но просто вы получите тяжелое падение на анимацию. Вот здесь я до сих пор не знаю, что быстрее, просто пешком переходить или перепрыгивать. Я обычно всегда перепрыгиваю. Вот здесь дальше будет довольно тяжелое место. Давайте я даже сделаю хардсейв здесь. Где-нибудь, вот здесь, например. Это место тяжело тем, что здесь будет много врагов, которые
будут вас дамажить и убивать. Значит, вот этого врага я предпочитаю убивать с берет. Этого тоже можно убить, но в принципе не особо принципиально. Вот этот враг с дробовиком наиболее опасный. Здесь вот дальше мы открываем вот эту дверь, и здесь есть, ну, наверное, два таких основных варианта. Первый вариант это вот такой, мы соскальзываем. Это, наверное, чуть-чуть быстрее, чем второй вариант, но мы получаем урон от чувака, который с беретой. Если тяжело убить врага с дробовиком, то можно, наверное, переключиться на инграм. Но опять же, нам понадобятся эти патроны на инграм в конце. Поэтому я с берет здесь всех стараюсь убивать. Собственно, вот второй момент, второй вариант прохождения. Мы немножко спускаемся пешком по вот этой лестнице, по началу лестницы. И дальше делаем кувырок влево. И оказываемся не на металлической вот этой херне, а вот здесь, вот видите, немножко еще такая коллизия. Вот. Это безопасно. Здесь меньше мы получаем урона. Дальше мы проходим по металлической вот этой херовине. И на диагональном стрейфе, обязательно на диагональном, потому что просто фронтальный бег вы не долетите. На диагональном стрейфе, желательно с дробовиком в руках, мы падаем вот сюда. Убиваем вот этого врага. Нажимаем кнопку Stage Control. Можно стоя на ней, можно как бы, ну, соскользнуть, потому что иногда Макс бывает запинается здесь. И, ну, тяжело, короче, ему удается нажать на эту кнопку. Но, в принципе, быстрее всего будет, если вы стоя прямо на ней нажмете. Здесь, кстати, вот вы видите пейнкиллер прямо перед собой. Можно тоже, наверное, успеть его захватить. Дальше можно сделать кувырок вот сюда. Можно, наверное, сделать обычный прыжок. Ну, обычным прыжком здесь тяжелее, потому что много дэмэджа получил. Обычным прыжком здесь тяжелее, потому что вот он как бы запинается об эту херовину, об мониторы, и поэтому инпут прыжка может не пройти, и вы просто соскользнете, упадете вниз. Да, еще такой момент. У многих раннеров почему-то, если вот они делают кувырок именно с приборной панели, они почему-то очень многие улетают вот сюда. Вот. Поэтому нужно тоже потренить вот это место. Здесь не нужно прям крутой угол брать. Просто запомните, где находятся вот эти вот динамики, на которые мы кувыркаемся. Дальше. Сцену открыли. Ну, у меня здесь плохой сейв, кстати. Давайте я попробую вот этот сейв загрузить. Еще раз заново. Это сложное место, поэтому я так сильно его дрочу. Значит, здесь далее переключаемся на 20 FPS. Вот еще, кстати, хорошо, что я словил вот этот вот момент. Из-за того, что мы много делали сейвлода вот в этом сегменте, часто бывает такая ситуация, что вот этот враг с дробовиком, который слева находится, он убивает вот этого врага, который справа, Friendly Fire. И тот, это активирует катсцену его киллкам. Это довольно неприятно. Один вариант этого избежать — это не сейвиться. Второй вариант, ну, если уж как-то это произошло, то постараться либо загрузиться, потому что катсцена, киллкамы тут очень долгие, либо, может быть, даже сделать сейв глич в этом киллкаме. Но, не знаю, мне кажется, сейв глич это самое долгое и плюс самое непредсказуемое, потому что хрен его знает, что там с врагами будет после того, как вы сделаете сейв глич. Короче, лучше всего этого не делать. Еще бэкапная стратка. Так, остался у меня? Да, остался. Если что, убивает его вот этот враг. Поэтому как бы можно немножко забэкапить себя от этой ситуации, просто убив его с берет. Давайте еще раз от начала до конца. Вот этот вариант самый безопасный, наверное. Все равно Макс соскальзывает. Сцена открывается, и мы на 20 FPS под огнем врагов прыгаем суперджампом вот сюда. Здесь могут довольно сильно надамажить. Вот, желательно, если у вас остались какие-то таблетки,
Но перед тем, как мы их будем принимать, нам надо еще вот сделать суперджамп вот сюда, наверх. Видите, вот где перила. В принципе, это опционально, но это сейвит, ну, несколько секунд точно. И вот этот еще суперджамп, последний, тоже как бы опциональный, но желательно, наверное, делать. Меня очень сильно надамажили. И, в принципе, вот все, это конец уровня.